Sympatycznego pana z wąsem znaliśmy wyłącznie z czarno-białego filmu znalezionego kiedyś na YouTubie. Jakie było nasze zdziwienie, gdy nagle zobaczyliśmy go stojącego tuż przed nami w Muzeum w Sławutyczu i to w przeddzień rocznicy awarii. Mikołaj Suworow, bo tak mu na imię, okazał się człowiekiem niezwykle ciepłym i otwartym, gdy zapytaliśmy o możliwość dłuższej rozmowy, a nawet nagrania wywiadu, bez chwili wahania zaprosił nas do swojego domu. Przy panu Mikołaju czas płynie inaczej. Przyszliśmy do niego przed 18, a wyszliśmy grubo po pierwszej w nocy. Dziesiątki historii, setki ciekawostek, anegdoty, wspomnienia, a przede wszystkim ogrom wiedzy, której nie znajdzie się w żadnej książce. Kim zatem jest Mikołaj Suworow? Tego dowiecie się w filmie, na który serdecznie was zapraszamy. Скажите, пожалуйста, что-нибудь о себе, имя, фамилия, как вы получили на Чернобыльской АЭС? Я Суворов Николай Николаевич. Работал на Чернобыльской станции с 1988 года по 2019 год. На Чернобыльской станции я появился благодаря тому, что была создана правительственная программа для ликвидации последствий аварии на Чернобыльской станции в 1986 году. И со всех родственных атомных электростанций поехали ликвидировать последствия атомной электростанции на Чернобыле. И я явился таким же последователем. И я с Ленинградской атомной станции, и еще несколько моих коллег, мы приехали в апреле 1988 года. Ну а как получилось, что вы выбрали атомную энергетику? Ну, у каждого, наверное, в жизни есть свои нюансы. У меня таким тоже нюансы были. Я не могу все рассказать до конца, но хочу сказать то, что я после среднетехнического образования, техникума, хотел сразу же продолжить учебу, поступить в институт, но, учитывая определенные семейные обстоятельства, я хотел учиться на заочном или же вечернем отделении. Поэтому была возможность на Ленинградской атомной электростанции, которая относилась к Министерству среднего машиностроения, не пойти в армию, а продолжить свою учебу, чем я и воспользовался. Я после окончания техникума в марте 1973 года поступил на Ленинградскую атомную электростанцию, и на которой проработал до 1988 года, пока не уехал на ликвидацию на Чернобыльскую станцию. Таким вот образом я оказался на атомной электростанции, выучился. У нас в городе, в Сосновый Бор, на Ленинградская атомная электростанция, где размещена атомная станция Ленинградская, был сформирован вечернее отделение Института Северо-Западной политехнического, и это облегчило и улучшило качество, будем говорить, подготовки в институте. Были постоянные лекции, приезжали с Ленинграда преподаватели. Я очень благодарен судьбе, что я попал в этот период. Как раз когда я поступил в 1974 году, появился этот вечерний факультет. Факультет тепловых электрических станций, в который я и закончил. После чего я продолжен работать уже по образованию высшему.
А в этом 1974 году вы жили в Сосновом Боре или в Ленинграде? Нет. Я в Ленинграде только жил, когда учился, а все остальное время я жил в Сосновом Бору. То есть по окончанию техникума с марта 1973 года и до, пока не уехал на Чернобыльскую станцию, я жил в Сосновом Бору. No i z samego начала, кем вы работали на Ленинградской? О, судьба, учитывая, что я вам сказал, что я учился, ну вот, судьба меня преподнесла большой урок и общение по моим специальностям. Начал я с 21 марта 1973 года работать дозиметристом в отделе охраны труда и техники безопасности на Ленинградской атомной электростанции. После я перешел в этом же отделе на службу контроль герметичности оболочки, так называемое КГО, но уже в качестве ремонтного персонала. Вот. Шла наладка и подготовка к пуску второго энергоблока. Там очень нужны были специалисты, помогающие именно на ввод в эксплуатацию этого оборудования. Вот. И я как раз проработал до 1976 года вот, в ремонтной службе КГО. В основном там занимались монтажом и наладкой этого оборудования. В 1976 году понадобилось срочно эксплуатировать уже это оборудование КГО на втором блоке, и я перешел в эксплуатацию, то есть дежурным электрослесарем. И им я проработал, пока не закончил институт. По окончании института вот, у меня уже была специальность по образованию инженер-теплоэнергетик. Вот, поэтому система КГО меня уже не устраивала, и я перешел по своему непосредственному направлению в турбинный цех для подготовки на должность ведущего, ну тогда был не ведущий, старший инженер управления турбинами. Вот, вот так, такая вот участь на Ленинградской атомной электростанции. Вот. Очень интересный персонал был, очень интересные люди, очень интересная работа для особенно молодых людей, которые, в общем-то, были неравнодушны к тому, что творилось в то время, прогрессивное направление атомной энергетики, это было что-то из области. А как помните первый день в турбинном зале, как уж специалист? Ну, в турбинный зал я попал не сразу же, например, машинистом, а подготовка на должность старшего инженера управления турбинами складывалась с очень сложных этапов. А они заключались в следующем, что необходимо до окончательной сдачи экзаменов на должность старшего инженера управления турбиной нужно было пройти машинист, сдать экзамены на должность машинист тепловой установки, тепловой бойлерной установки, машинист насосной береговой станции, машинистом питательных насосов. Вот. После того, когда все были пройдены этапы эти и отработаны так называемое дублирование проведено на этих рабочих местах, меня допустили до сдачи экзамена на машиниста паровой турбины. Я сдав на машиниста паровой турбины, я на ней отработал более длительное уже время, что дало мне возможность больше изучить это оборудование, оно довольно-таки сложное. Вот. И после этого уже я сдал экзамен на старшего инженера управления турбинами и перешел на блочный щит управления турбины, где и работал до уезда на Чернобыльскую атомную станцию. Как помните ваш первый экзамен на СЮТа?
Да, вот если сказать, а были ли негативные, так сказать, в жизни моменты в трудовой деятельности, одна из этих негативных моментов – это постоянные экзамены. Экзамены, экзамены и экзамены. На каждую должность экзамены. Ежегодная сдача экзаменов по охране труда и пожарной безопасности. И сдача экзамена на старшего инженера управления турбины – это комиссия уже под председательством зам главного инженера по эксплуатации. Вот. Комиссия очень представительная, квалифицирована. И там, конечно, кроме знаний, нужно было еще показать и характер, что ты нервно спокоен и готов к сдаче таких экзаменов. Сложно, подчеркиваю, сложно. Это сложно. Сдать экзамены на такие ответственные рабочие места, где тебе потом доверят 2 турбины, которые управляются с гигантским количеством систем, ключей, насосного оборудования и так далее. И это все должно быть связано, в унисон работать с реакторным отделением. Это не так все просто. Поэтому, конечно, экзамены сдать на СИУТА нужно было серьезно готовиться. На эти годы, если я хорошо помню, там не было никакого там учебного центра или был? Не было учебного центра до того момента, пока я уехал с Ленинградской на Чернобыльскую. Мы проходили периодически подготовку в УТЦ города Десногорск. Это Смоленская атомная электростанция. Там находились 2 полномасштабные тренажера, на которых мы приезжали. Нас периодически туда направляли. Вот, приезжали, и мы там проходили подготовку. Ленинградская атомная станция до 1988 года, когда я уехал, не имела своего учебно-тренировочного центра и тренажера. Они его построили позже. Тяжело было работать на тренажере. Там, как выглядела типичная лекция, как можно сказать, на тренажере? Тренажер, мне очень нравилась подготовка на тренажере, вот, потому что она имитировала все 100%, подчеркиваю, оборудование действующего блока, поэтому там можно было и какие-то непонятные вопросы для себя задав и проиграть их. То есть провести неправильно какое-то переключение и увидишь результат. Мне это нравилось. Я человек такой изыскательный и старался, в общем-то, из поездок на тренажеры всегда максимально извлечь пользу. Да, тренажеры – это хорошо. И я считаю, что атомные блоки без подготовки на тренажеров нельзя эксплуатировать. Как вам работалось в системе Średmasza? Ну, разницы большой, конечно, я не испытывал, потому что и там это в первую очередь люди, это тот же самый персонал. Вот. Да, и по дисциплине немножко в среднее машиностроение, то есть на Ленинградской атомной электростанции, отличались, потому что там основная часть руководящего персонала – это были работники бывших промышленных атомных объектов Томска, Красноярска, Челябинска. Поэтому немножко это можно было ощутить, что они более требовательны по дисциплине. A mnogo było tych ludzi z zakrytych городов на Ленинградской? Можно сказать, что Я бы сказал большинство, большая часть, а руководящий персонал был исключительно только из этих. Вот. В 1975 году была авария на первом блоке Ленинградской. Как вы это помните?
Я в то время работал на системе КГО. Да, было не столько страшно, сколько неудобно, потому что мы тот страх, который уже потом поняли после Чернобыльской станции, не могли воспринять, что это будет вот так страшно. Единственное, было очень неудобно, мы в течение длительного времени были по-другому защищены внешне. Мы ходили постоянно, заходя на здание блока, мы одевали лепесток. И не только до этого мы в лепестки ходили только в помещениях там, где первая подзона, вот, после аварии мы в течение года ходили сразу же, только заходишь в санпропускник и обязательно, и снимали его только в санитарных помещениях. Это было очень неудобно, очень непривычно, потому что уже я к тому времени 2 года отработал в нормальных условиях, и считалось, что одноконтурная станция, она абсолютно чистая, вот, и применяются дополнительные средства индивидуальной защиты только в специализированных и специальных помещениях. Но вот так, тем не менее, пришлось. Это очень сразу же показалось неудобно. А персонал сразу знал, что там случилось? Ну и по какой причине была эта авария? Нет. К огромному сожалению персонала, в то время такие вещи нам не доносили. Нам более того, что эта авария, которая произошла на первом блоке с каналом, с перегретым, она исключительно решалась на уровне руководства и не доводилось ни глубокой оценки, ни разбора, ни предупреждения. Оно основной массе работникам Ленинградской атомной станции, она была неизвестна. Нас заставили, там загрязнились, там что-то произошло, не объясняя детально. Вот. Мы были подвержены факту. Мы выполняли. Нет, не было никакого разъяснения, какие-нибудь тренинги, какие-нибудь дополнительные учебы. Нет, не было ничего. Ну там сюром был Краск? Караск Михаил Павлович, да, сюром был Михаил Павлович Караск. Вот, очень квалифицированный, очень ответственный специалист, вот, из тоже промышленного объекта Томск-7. Вот, знал свое дело, но как все-таки мы потом узнали, что конструкция нашего реактора РБМК обладала определенными сложностями, и их, вот, к сожалению, проходили через вот такие аварийные ситуации. И, к сожалению, дальнейшее она привела и на Чернобыльской станции вот к такому тяжелому. Хотя в промежуточном она была и на Чернобыльской станции тоже перегревали канал. Но во время аварии там работники, там, ну, тоже другие сюры, то там они тоже говорили, что там Краск, ну, например, делал все хорошо, или что он там плохо сделал, и та авария произошла. Как это было? Помните? Я, к сожалению, комментировать детально не могу, поскольку я не являлся специалистом этого направления, я турбинист, а не реакторщик. Мы это очень сильно разделяли, и, как говорится, если аварии, которые там по турбинному цеху, где-то там на маслосистемах или прочее, мы как-то изучали и детальные, то мы глубоко не изучали параллельные вот эти замечания. И я не могу прокомментировать, к сожалению. Ну, в 1986 году произошла авария на ЧАЭС.
Как вы они узнали и что в этот момент делали? В 1986 году я работал в турбинном цеху, машинистом паровой турбины в тот момент, не СИУТом. Вот. Много было разных информаций, к сожалению, точных и конкретных разъяснений в начале не было. И настал момент, когда с Ленинградской атомной станции начали направлять персонал в командировку на ликвидацию. Вот. С турбинного цеха, в частности, у нас несколько машинистов были отправлены. Они работали на первом блоке. Вот. Инженерный персонал тоже из турбинного цеха был направлен. Они тоже отработали. Вот. По приезду таких ужасающих никаких фактов у меня, например, не было. Ну, сами понимаете, если бы они так напугали и были, то и мне бы было тяжелее принимать последующее решение ехать самому. Поэтому все было, ну, как сейчас говорят, принято говорить, под контролем, планово, по направлению на ликвидацию и в дальнейшую эксплуатацию. Поэтому мы так и были настроены. No to jeszcze razeczek, jeśli możecie сказать, w którym году вы попали на ЧАЭС? На Чернобыльскую станцию я приехал и устроился 19 апреля 1988 года. Что-то у меня подклинило. Ничего. И на какой должности вы начали работать на ЧАЭС? Старшим инженером, ну, тогда уже переименовали из старшего в ведущий инженер. Ведущий инженер управления турбинами. На третий блок тогда были два турбинных цеха. Первая очередь, первый, второй блок, и вторая очередь, третий и взорванный четвертый. Ну, поэтому на втором блоке, на второй очереди был только один блок, то есть на третьем блоке. И я сразу попал на третий блок. Хотя, если смотреть более досконально, то я больше подходил к первой очереди, потому что Ленинградская станция, на которой я работал, это первый и второй блок, это был аналог первого и второго блока Чернобыльской станции. И меня было бы, наверное, более рационально туда направить, но с течением абсолютно обстоятельств я встретился при переговорах в Киеве с начальником цеха турбинного именно второй очереди. И он заинтересовался моей перспективой и дальнейшей работы, и он меня пригласил на третий блок. Немножечко пришлось переучиться, потому что это блок уже другого поколения. Вот, у него другая география, и машина этого, и бокс турбины, и по кое-каким другим системам. Вот. Но это не составило для меня больших трудов. А подход к работе на Ленинградской и на Чернобыльской был такой сам, или были какие-то нюансы? Знаете, мне хочется отметить вот такую вот особенность. Я уже вначале там говорил, что на Ленинградской станции в основном это работники среднего машиностроения промышленных объектов, у которых было несколько повышенное требование к дисциплине. И понятие дисциплины – это в основном какое-то давление, вы же понимаете. Это нельзя дисциплину настраивать на уговорах и прочее. Там давление. Поэтому, когда я появился и начал общаться с работниками Чернобыльской станции, вот, они из Министерства энергетики. Ну, это во-первых, а во-вторых, это Украина, это другие люди. Вот. И тут не надо смешивать все. Я был поражен тому, что я был очень
очень тепло принят этими людьми. Вот. А парадокс заключается в чем? Вот я, например, начал стажироваться у своего коллеги Шелепова Александра Витальевича. Вот. Складывалось такое впечатление, что я приехал подсидеть его, то есть я приехал, чтобы занять его рабочее место. Но вы даже не представляете, какой это был теплый человек. Мы были, я был в гостях у него дома. Я и ночевал у него дома. Вот. Мы с женой были у них дома. Это вот такого я на Ленинградске не встретил на станции точно. Вот. Так что, ну что можно сказать? Очень теплый, добрый народ украинцы. И вы сначала жили в Киеве или получили квартиру в Славутиче? Не, ну я же приехал на ликвидации, а все ликвидаторы жили тогда во временном поселке Зеленый мыс. Вот, и мы там прожили до окончания вахтового метода, до октября месяца. Вот. После этого уже начали организовывать транспорт с Славутичем, и я в ноябре 1988 года перевез семью, вот, потому что у меня дети в школу ходили, они пошли во вторую четверть, они пошли уже в Славутичи. Вот. Коттедж вот этот еще строился, поэтому нам дали временно квартиру здесь, в Ереванском квартале, в 4-м доме. Мы жили год до сентября 1989 года, мы жили в квартире, а дом мне достраивали. И уже оттуда мы ездили на работу, уже организовано было нормальное сообщение электропоездами. Сначала вы работали с Ютом, в этот момент, на Чернобыльской? Да, в Ютом уже. Да, ну а какие еще должности у вас были до конца вашей работы на ЧАЭС? Тут послужной список у меня длинный тоже. Вот. В 90-м году, когда был массовое увольнение старого персонала, вот, я с пульта перешел на должность начальника смены турбинного цеха. Извините, а в котором году? В 90-м году. В 90-м году. Вот. И с 90-го года по 93-й год я работал начальником смены турбинного цеха. В 93-м году мне было предложено перейти на блочный щит и стать начальником смены блока, этого же третьего блока. И я в 93-м году перешел на должность начальник смены турбинного блока номер 3. Вот. Подготовка была длительная. Вот. Пришлось, во-первых, у меня не хватало немножко знаний по реакторам, институтских знаний, поэтому я... Поэтому мы заканчивали подготовительные курсы в Киевском политехническом институте на факультете тепловые энергетические установки. Вот. И после этого только мне разрешила Госатоминспекция подготовку на должность ВИУРа. Вот. Сдав экзамены и отдублировавшись на этой должности, я перешел на центральный пульт ВИУБа.
Вот, там мне было более легко, это же более знакомое оборудование. Вот, сдав экзамены на ВИУБа, опять же, в связи с определенными обстоятельствами, я на целых полгода был вынужден работать самостоятельно ВИУБом, простите, ВИУБом. Вот, пока с персоналом были перестановки. И уже только после этого я перешел на пульт, так, если можно его назвать, НСБ, и возглавлял уже всем блочным щитом. НСБ значит начальник смены блока. Да, начальник смены блока. Начальник смены блока. Można li сказать, что какая-то из позиций Вьюба, Вьюра, Вьюта была сложнее, чем другая? На моем опыте, то, что я мог освоить, мне показалось, что работать за любым из 3 пультов практически одинаково. Я не видел, что на одном из пультов там невыносимо сложно. И вот, да, количество оборудования, количество операций, которые необходимо производить, вот, за каждым пультом свое. Но в целом оператором, когда человек уже долгое время работает, это все делается на 90% машинально, то есть уже настолько глубоко пронизываются тебя схемы, ключи, где расположение ключей, даже графики переключений. Ты уже знаешь, идешь, у тебя будет какие-то конкретные мероприятия, и к этому ты всегда готов. Нету таких очень больших отличий между пультами. Это везде очень высоко требовательные, во-первых, к знаниям и к обучению рабочие места. И их необходимо, конечно, к ним готовиться не так просто. Но там на блочный щит, на пульт просто так не подготовишься. Там должна быть длительная и теоретическая подготовка, вот, и, естественно, дублирование, прохождение всех необходимые тренажерные мероприятия. А как с центральным щитом управления? Там тоже должны быть какие-то позиции? Центральный щит управления – это чисто электрическое оборудование, и оттуда управляется только электрическими оборудованиями, имеется в виду, начиная, если прийти к самому генератору, это выключатели, от выключателей идут туда дальше блочные трансформаторы, от трансформаторы на открытое распределительное устройство высоковольтных линий 330, 110 и 750. Это совершенно другой персонал, это совершенно другое направление. Вот. Они отдельно размещены, имеется в виду центральный щит управления, это электрического цеха. Так что вот как-то так. Хорошо. Как приходила подготовка персонала, когда вы были НСБ? Схема подготовки на рабочие места у нас индивидуальная. Она не имеет наставника и учителя. Такой практики не было ни на Ленинградской, ни на Чернобыльской станции. Там везде подготовка индивидуальная. Для каждого подготавливаемого, назовем оператора блочного щита, шла своя индивидуальная программа, и каждый выполнял ее сам. Контролировали не в смене, а контролировали именно в том подразделении, к которому ты относишься. Турбинный цех – Сиутов, реакторный цех – Сиуров, служба оперативного управления – Сиубов и НСБ. В 1991 году произошла такая авария там на одном из блоков ЧАЭС. Помните? Потому что крыша завалила. Да, на втором блоке сгорел турбогенератор. Да.
Вы в этот момент там работали на ЧАЭС или там... Да, 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 да. И я в это время был начальник смены турбинного цеха, но в мою смену я был именно в момент аварии я был на выходном. Поэтому я не участвовал в ликвидации пожара. Это была тяжелая очень тяжелая авария. Обвалился кровля машинного зала, был огромный пожар. Вот. Практически четвертая турбина, она практически вся вышла из строя. Да, это тяжелый период. И работающему третьему блоку, вот, его сразу же тоже остановили, тоже досталось много очень из кровли, падало горящих битумных остатков. Авария очень тяжелая авария. Это относится к очень тяжелым последствиям. Ну, сейчас легче вопрос. Ну, на каком пульте вам работалось лучше и почему? На блочном щите. На блочном щите, я скажу только, работалось там везде одинаково. Единственное, когда уже я стал начальником смены блока, вот, ощутил повышенную ответственность. Она не выражалась в сложности моей работы, она не выражалась в каких-то повышенных нагрузках. Она изнутри шла, что я отвечаю, во-первых, за блок, во-вторых, за каждого вот тот, который этим блоком управляет, 3 операторов. Вот. И за тех начальников смены, которые сидят в своем подразделении и тоже выполняют ту же ответственную работу. И эта вот ответственность, она невидимая, но тем не менее она накладывала какой-то психологическое давление. И это ощущалось, как правило, когда происходили какие-то отказы, когда происходили аварийные переключения, переходы и так далее. Именно аварийные. Тогда очень психологически это было тяжело. Особенно АЗ-5, пережить АЗ-5, я на третьем блоке пережил 3 АЗ-5, 3 раза, когда блок падал со 100% до нуля, и все эти, это психологически очень сложно. А помните эти моменты? Можете что-нибудь рассказать об них? Нету там никаких, абсолютно не было никаких, будем говорить, исключительных ситуаций. Вот. Единственное, что в этот период выполняется очень много операций, которые должны соответствовать регламентным требованиям. Удержать температурный режим. Ну, там очень-очень много операций. Вот. А они протекают мгновенно, очень быстро, в отличие от плановых, когда идет подъем мощности или ты аварийно падаешь. Это совершенно разные ситуации, и реакция там совершенно другая. И поэтому это очень тяжело. Потом, я бы сказал, даже стресс. Получаешь стресс. Там равнодушным человеку невозможно быть. Неважно даже кто. Даже если случайно там окажется этот период, там идет такое количество сигналов, такое количество световых отражений. Там все орет, все кричит, на каждом пульте свое. И всем мечется, потому что нужно делать первоочередные переключения, первоочередные отключения. И это не для слабонервных. Это честно. Очень сложная работа. Да, сложно. Вот эти моменты, то есть моменты ликвидации аварийной ситуации на блочном щите это не пожелаешь никому. А сейчас тяжело задать какой-то другой вопрос. Да. Раньше мы говорили об книжце Анатолия Дятлова.
Но раньше мы говорили о книжце Дятлова. Да. Да, дело в том, что более глубокой оценки произошедшему на 1986 году на 4-м блоке аварии, чем в этой книге, которую описал Дятлов. Я считаю, что он искренне, не пытаясь себя не защитить, не отбелить, он искренне, с высокой степенью понимания работоспособности этого реактора, с высокой степенью знания конструкции этого реактора. Этот человек был из его, я его не знал, но из его книги я понял, этот человек очень был технически грамотный. И его умозаключения, его предостережения меня натолкнули на то, что когда мне появилась эта книга, я ее прочитал. Еще тогда работал 3-й блок, и на первой очереди тоже сидел СИУР. Я попросил, чтобы каждый из СИУРов обязательно прочел эту книгу, и особенно те главы, где касается именно его рабочего места. Там очень много акцентов на конструктивные, на управленческие детали именно нашего реактора. Именно то, что произошло. Поэтому эту книгу хорошо бы, наверное, в виде учебного пособия, может быть, ее не всю, потому что это все-таки художественное произведение, но из этой книги я бы взял бы некоторые, будем говорить, выражения, некоторые умозаключения и для сегодняшних, даже действующих атомных электростанций. Каждый СИУР должен предполагать и понимать, как это происходило, как это произошло. И где-то внутри, через свои мозги и знания, это усвоить. Можете рассказать так коротко, как запустить реактор РБМК с нулевой мощности? Это регламентные процедуры. Они не представляют из себя никаких, будем говорить, там суперсложных процедур, они просто последовательно выполняются последовательно. Если мы сейчас говорим только о реакторе, то у реактора первая задача – это, конечно, выйти в критическое состояние. То есть, когда реактор остановлен, у него нету никаких, будем говорить, энерговыделений, он расхоложенный и просто находится под расходом воды. Для того, чтобы вывести его в критическое состояние, создается нормальная циркуляция, то есть штатные регламентные работы проводятся по измерительным трактам, по расходам, выводится его на нормальный расход, то есть через каждый канал идет достаточный расход, система управления защиты в рабочем состоянии, и начинается после этого извлечение стержней по, опять же, программе, которая подготавливает инженерно-физическая лаборатория или отдел ядерной безопасности. Это на каждой, на ЛАЭС это была инженерно-физическая лаборатория, на ЧАЭС это отдел ядерной безопасности. Они создают, будем говорить, программу по извлечению стержней. То есть на какое количество, с какой последовательностью извлекается стержни. То есть начинается подготовка для того, чтобы появились
нейтронные потоки внутри реактора. И последовательно реактор очень большой по размеру, поэтому эта процедура занимает долгое время. РБМК, он сам по себе очень громоздкий, поэтому эта процедура очень долгая. И идут извлечения стержней, идет долгий, с определенным периодом, с определенным временем и обязательным постоянным контролем нейтронных потоков по камерам. Вот. После того, как вытягивается уже из этой программы, вытягивается последний стержень, который и должен уже после этого стержня, должны пойти определенные потоки нейтронные с определенной силой или, на боковых камерах. Вот. Поднимается последний, назовем его так условно, стержень. Появились нейтронные потоки, и после этого начинается уже регулируемая система управления. То есть начинает пытаться включиться в этот период, когда реактор это так называемо задышал. Когда задышал реактор, начинают включать регуляторы. Вот. Как правило, это включается один регулятор, R1 или R2, у нас их два на блоке. Включается один регулятор, и регулятор должен почувствовать изменение нейтронного потока. Как только реактор начинает регуляторами управляться, считается, реактор вышел на минимально контролируемый уровень. И дальнейшее уже распределение и подъем идет в соответствии с регламентом. Там расписано все подробно, с какой периодичностью, с какой скоростью набирается температура контура за счет подъема мощности и с дальнейшим подключением генератора для выработки электроэнергии. Значит, при входе в критику на blocznym szczycie тоже должен быть кто-нибудь из отдела ядерной безопасности? Обязательно. Обязательно. На выход на минимально контролируемый уровень, сначала в критическое, потом на МКУ, присутствует обязательно представитель отдела ядерной безопасности, и чаще всего на этот период присутствует еще и представитель госатомрегулирования до выхода на МКУ. После чего он дает разрешение в журнале ведения процессов, он дает разрешение на следующий этап. Дело в том, что это этапы. В регламенте они прописаны как этап. МКУ, дальше подъем тепловой мощности с такой-то скоростью, дальше подключение генератора. Первое сначала парно-генератор, раскручивание генератора, то есть выход турбины на 3000 оборотов, генератор, подключение генератора к сети и подъем на первую ступеньку электрической мощности. И потом тоже опять по регламенту с определенной скоростью идет подъем мощности до номинальной мощности. Это все расписано подробно в регламенте по эксплуатации блока. И, как правило, когда отсутствуют какие-то замечания, если они появляются, то их корректируют сразу же в процессе этой же ступеньки. Подключением генератора в сеть занимается ВИОТ или кто там из электрического цеха? Нет. Значит, включение выключателя генератора выполняет только начальник смены электрического цеха. Это ответственность начальника смены электрического цеха. Но имеет право это, и по регламенту мы при сдаче экзаменов нас обязательно спрашивают, и СИУТ обязан знать последовательность синхронизации и включения выключателя генератора в сеть. Интересно. Да. Но это работа начальника смены электроцеха.
данного блока. Вот в чем произошла-то беда. Вот, самопроизвольно на втором же блоке, на четвертой турбине, самопроизвольно уже включился выключатель. То есть турбина уже была отключена, и уже все, шли на останов, и турбина уже снизила очень достаточно много оборотов. И в это мгновение произошло самопроизвольное включение выключателя в сеть. И турбина раскрутилась как электродвигатель. Но, учитывая ее длину и уже изменение состояния оборотов, такое мгновенное раскручивание, вот, она не смогла температурно выдержать, и торцевые уплотнения генератора загорелись, а там водород. Там пошел, там генератор загорелся. Это из-за несанкционированного включения выключателя. Вот, так что к этим вещам относятся всегда очень осторожно, внимательно. И синхронизация, и включение выключателей. Вот. Можно сказать, что РБМК перед аварией на Чернобыльской в 1986 году, а после аварии это очень другие реакторы? Конечно, конечно. Вот. Дело в том, что были сделаны очень большие выводы технические. Вот. Изменена конструкция стержней, которые, считается, привели именно к аварии нажатия кнопки АЗ-5 и концевой эффект стержней, который погружался, якобы привел к резкому увеличению мощности. Вот. В результате были изменены конструкция стержней, все были заменены. Вот. Это не только на Чернобыльской станции, это эти все операции проведены были на всех РБМК, вплоть до Игналинской атомной электростанции, которая в то время еще работала. Modernizację działali zrazu przed pierwszym puskiem после аварии или где-то... Нет, это делалось последовательно. Там было сделано огромное количество изменений и на улучшение и управляемости, и дополнений по автоматизации. В этом участвовали американский институт, ПННЛ, лаборатория, международная лаборатория Америки, участвовала в этих изменениях. Она и финансировала частично, и она предоставляла нам очень много информации по этой работе. Мы ездили туда в командировку, я, в частности, тоже был на их атомных станциях в Ричленде. Вот, и мы ознакомливались с их тоже изменениями. Поэтому много было сделано, и практически вероятность подобного, по крайней мере, подобного аварийной ситуации, как было на четвертом блоке, уже вероятнее всего бы не произошло. Конечно, на 100% говорить никто не имеет права на это, но сделано было очень много улучшений, и Чернобыльская станция могла бы работать еще до сегодняшнего дня, как и работают российские блоки. Они сделали свои выводы, они модернизировали и работали. Ну, вот. Так что мы очень, работники Чернобыльской станции, очень сожалеем, что было принято такое решение, и в 2000 году остановили последний блок. Это я, как специалист и работник этой станции, я не одабриваю и считаю, что это абсолютно неправильно принято. Pro oстановie bloka trzeciego. W ten moment wyraботали начальником zmiany. Начальником смены станции. Да, и как вы вспоминаете этот момент, там, дни перед остановом? Ну, психологическая обстановка была
будем говорить, очень неприятное. Все понимали, что мы теряем последние надежды и мы теряем то, ради чего мы учились, работали много лет. И это психологически было очень большое давление. Вот. Поэтому ничего хорошего мы не ожидали. Вот. Хотя надежда была до последнего дня. До последнего дня мы надеялись, что здравый смысл произойдет, все-таки какие-то переговорные и договорные обстоятельства, и мы все-таки останемся хотя бы одним блоком работать. Но этого не произошло, и 15 числа я работал в ночную смену тогда, и в соответствии с регламентом готовил реактор к выходу на минимально контролируемый уровень для дальнейшей остановки, для дальнейшей окончательной остановки блока. С этой задачей мы справились. Мы к утру подготовили реактор, и я сдал смену начальнику смены станции Ельчищеву Александру Николаевичу. И уже его смена останавливала блок окончательно. В этот момент вы были на Блочным? Нет, я после ночной смены был достаточно устал, и я уехал домой. A когда вы первый раз услышали, что bloki будут выведены в эксплуатацию? To było jeszcze... На этот вопрос ответить очень трудно. Дело в том, что вокруг проблемы остановы Чернобыльской станции окончательно и вывода всех блоков шла много лет. Это такая провокационная тема. Она не давала никому конкретных ответов. Она не давала никому конкретных... Вот вокруг этого ходило. Это как какой-то закравшийся враг, который разрушал изнутри психологический персонал. Это очень плохая тема. Она началась еще сразу как сгорел на второй блок с 91 года, все. И тогда уже сказали, что все, Чернобыльской станции быть не может. Это был, пожалуй, последний такой серьезный сигнал, что на этой станции что-то тут не все хорошо. W moment Astanowa trzeciego bloka był tam какой полный план на ЧАЭС на вывод весь станции из эксплуатации, там как там должен быть сделан этот вывод? Нет. Атомная станция просто так не выводится из эксплуатации. Атомная станция, чтобы вывести из эксплуатации, происходят очень сложные процессы. Не говоря о том, что этих процессов на Украине не существует и в России не существует. Мы не могли взять регламент этот работающего блока, положить и взять другой регламент, а сейчас будем работать по этому. Его еще не было, его уже нужно было еще создать. И там начался огромный труд. Создали отдел снятия с эксплуатации, создали группу, появился руководитель, и там появилась большая длинная работа. Расхолаживание, выгрузка. Надо сначала выгрузить топливо. И эти этапы, они еще до сегодняшнего дня еще продолжаются. И это длительный период. Для нас это, для тех, кто эксплуатировал, который стоял у работающих реакторов и турбин, это грустная тема, поэтому там сейчас мало кто из тех, кто эксплуатировал, остался там. Почти никого нет. Как выглядела ваша работа после Останова третьего блока? Да, это тоже интересный очень период моей жизни. 2000 год Останов, и я еще 2 года
Вот, работал начальником смены станции, но это уже была другая работа. Это уже работа на неработающем ни одном реакторе. Это другая ответственность, это другое моральное воздействие. Я почувствовал, что я не на работающем блоке, я почувствовал, что я здесь нахожусь совсем не для других целей, нежели я должен эксплуатировать. Я не эксплуатирую станцию, я ее охраняю. Это грубая фраза, ну, наверное, она где-то мне засела сразу в голову, и она мне не давала покоя. И когда мне предложили создать цех, который будет строить новый безопасный конфайнмент, я согласился. И я стал руководителем нового, несуществующего тогда еще нового подразделения. Это цех эксплуатации объекта укрытия, который уже существовал, и вновь строящего НБК, нового безопасного конфайнмента. То бишь мы должны начать были изыскательные, проектные и последующие работы. Вот был создан такой, он был создан из 3 цехов. Вот. Поэтому мы из 2 цехов, прошу прощения, и цех подавления активности, и цех технического обслуживания, СТОУ и ЦПА. Создан был наш цех. Да, с 2 цехов. Вот видите, я уже даже начинаю забывать. И на этой должности вы работали до конца 10 работы? лет. Я 10 лет на этой должности отработал. Да. Вот. Началось сначала проектная документация, изыскательские работы, потом контракт, выиграла наварка, пришла наварка. Вот. Параллельно шло много подготовительных проектов всяких, вот, санпропускники, там, подготовительно, прочее. Все это мы строили к НБК. Так что интересная работа, но это уже другой совершенно психологическая нагрузка другая, по-другому совершенно воспринимается работа в административной сфере. У меня 170 человек было персонала в подчинении. Это совсем другой уровень ответственности, совсем другой уровень общения. Ну, все это все другое. Но тем не менее 10 лет я этому отдал. Как помните этот момент, когда арка уже была над саркофагом? Мне, честно, этот процесс показался, что это настолько уже мы продвинулись далеко, настолько технология перемещения такого гигантского объекта, просто перемещение по пространству, это очень впечатляет. Это очень впечатляет. Это даже не просто так. Это кто участвовал в этом во всем, тот поймет, насколько это масштабная работа. Это очень сложная работа. Ее не описать просто как работа. Это что-то, это симбиоз всего, науки, техники, людей и так далее. И вот они взяли и смогли вот это так вот раз переместить. Так что это интересно. Я всегда думал, że wy do końca znali i te wszystkie elementy arki, one tak один в один войдут в реактор. И до конца никто не знал. Нет, это все было рассчитано до миллиметра. До миллиметра, потому что там каждое соприкосновение уплотнено. Внутри арки абсолютно герметичное пространство. И не должно быть щели ни по всему периметру, нигде никакой. Она проверяется под давлением.
И из этого внутреннего объема выход наружу ограниченное количество допустимой утечки. Если эта утечка превышает, то ее ищут, устраняют, герметизируют. Это ого-го-го-го-го-го-го. Так что это не так все просто. Много лет вы работали вообще в атомной энергетике. С 73 по 19 год, 2019 год. Есть у вас какой-то, как то можно сказать, главный урок этой работы после этих лет? I какое-то tak liczne odnoszenie k elektrostacji samej czarnobylskiej, jak nie znają k człowieku. Ну, я как-то там в фильме сказал, что так получилось в моей жизни, что вот эта работа, она появилась у меня прямо с молодости, с 18 лет. Вот. И до последнего дня я работал в одной отрасли, на одном, будем говорить, типе реакторов, то бишь, неважно, это Ленинградская или это Чернобыльская, но это практически одинаковые абсолютно объекты. Поэтому я уже к ней настолько привык и сросся, что я уже не мог представить, что я брошу эту работу и займусь каким-то там бизнесом, там еще чем-нибудь, вот, и найду себе более интересные занятия. Нет, я слишком, наверное, рано начал заниматься этой профессией и очень глубоко в нее погрузился. В результате мне из нее уже было не выбраться. И я дожил свой трудовой путь до конца. Спасибо, что вы хотели вместе с нами поговорить об этом всем. Для нас это очень серьезно интересно. A когда вы были последний раз на электростанции? Я не могу вспомнить. Это было до войны, поэтому... После войны вы не были? Нет, после войны я уже не был. Дело в том, что в 21 году я тяжело заболел, у меня опухоль появилась. Вот. Мне прооперировали, потом она все-таки дала метастазу на легкие, еще пришлось оперировать. А с такими диагнозами в зону отчуждения нельзя. Поэтому, невзирая ни на что, я туда уже больше попасть не могу. A chcieli by? Ну, скорее всего, нет. Потому что немножко мне больно смотреть на то, что там сейчас остается. И я хотел бы, пусть в моей памяти останется лучше что-то живое, а не окончательно. Это дает больше мне моральных надежд, и мы живем тоже все-таки памятью, воспоминаниями, поэтому эту память, пусть она останется лучше той, которой я хочу ее видеть, а не которая есть на самом деле. Она во многом в этой жизни так получается. Не только здесь. Спасибо большое. Пожалуйста.